В Украине действует наркокартель, снабжающий лекарством особым всю Европу. После предыдущего моего видео многие охренели, потому что они не представляли, что такое масштаб. Друзья, я про масштаб в предыдущем видео только заикнулся. Напомню, что там происходило. Да? Некто Егор Буркин, российский гражданин, создал настоящую наркоимперию в Российской Федерации. В Российской Федерации ему удавалось действовать на протяжении долгих лет, потом что-то пошло не так. Арестовали более 60 участников наркокартеля, сам он переехал в Украину, где по ускоренной процедуре, а предусмотрена такая для наркобаронов в Украине. Ему выдали украинское гражданство с украинским паспортом, он сменил фамилию на Левченко, был Егор Буркин, стал Егор Левченко, очень молодой человек, креативный и не дурак, кстати. Вот, и начал развивать свою империю уже в Украине. В Украине прошло несколько лет, у него получилась какая-то заруба с одной из спецслужб, и тогда все прозрели. Ого, наркобарон продает наркотики, такого быть не может. Тот самый наркобарон, которому мы предоставили гражданство. Невероятно! Егора Буркина, он же Егор Левченко, принимают, с ним вместе принимают огромное количество его соратников, но потом дело разваливается, всю группу расформировывают, сам Егор Буркин улетает в Мексику, где поселяется вместе со своими товарищами, которых он тоже вызволяет из темницы в полном составе. Ну и казалось бы, улетел, наверное, теперь в Мексике будет создавать наркокартели. Нет, голова там, руки здесь. Поэтому в Украине его имидж начинает внезапно отмываться. Ну, то есть натурально. Наркобарон. Разыскивается. Если вы откроете испанскую Википедию, я уже показывал. Да, в испанской Википедии, допустим, все сказано четко. Наркобарон, наркокартель, да. Если вы попытаетесь то же самое сделать в российской Википедии, то у вас ничего не получится, потому что оттуда страница удалена, как и из других. И вот внезапно вместо наркобарона начинает появляться меценат. Он начинает отправлять крупные средства народным депутатам Украины от «Слуги народа», от окружения Зеленского. Вот, он начинает жертвовать средства, и в СМИ начинают писать следующее. Я еще раз повторю, общая сумма денежной помощи, которая привлекла внимание СМИ, настолько огромна, что мы не решаемся публиковать ее до уточнения. Я знаю, что сумма, которая предоставляется редакторам украинских СМИ, настолько огромна, что мы не будем даже о ней говорить. Но то, что украинские СМИ начали рассказывать, что это главный меценат Украины, это факт. Тем временем Егор Левченко, который безусловно обладает прекрасным чувством юмора, устраивает в Украине акцию «Сдай наркобарыгу, получи деньги». Стоит ли он за этой акцией? Да, конечно, безусловно. Во вкладке «Кто меценат» узнаем, что за этим проектом стоит Егор Левченко, о чем сам он гордо заявляет. Ну, понятное дело, что все люди, которые при памяти, они понимают, что происходит. Крупный наркокартель уничтожает мелких конкурентов. Это как стоит большой-большой супермаркет, но для того, чтобы в нем было больше покупателей, надо сначала перечеркнуть маленькие киоски, которые везде расплодились. Понимаешь, там жвачки продают. Жвачки надо покупать в супермаркете. Понятно? Понятно. Под эту тему выделяются средства, и начинает эту тему пиарить украинская пресса. Причем это чистое прозрение, потому что к пиару наркокартеля подключается Пятый канал Порошенко. Да ладно! Его пиарит также программа «Гроши». Его пиарит Апостроф. Его пиарит обозреватель. И вот только сайт газеты «Факты» внезапно решается дать бой наркобарыгам. Не прогибается и сообщает: автор инициативы «Поймай барыгу» разыскивает СБУ. Причем эта информация публичная, она открытая. Тот человек, которого пиарит украинская пресса, я же говорю, Пятый канал Порошенко, программа «Гроши» и все остальные честные журналисты, его разыскивают службы безопасности Украины. Допустим, для меня это ничего не значит, но для них это значит многое. Однако, если мы перейдем на статью, увидим, что статью удалили и нас перекинет на главную. Зато появилась у них другая статья, где вам рассказывают о главном меценате великолепного проекта «Поймай барыгу». Чудеса происходят с украинской прессой. Мы переходим на сайт корреспондента. О, РБК Украина. Униан. Да ну ладно. Активист, одесский активист Стас Домбровский. Здесь мы видим знакомую фамилию полностью маргинализированного
чучело. Это чучело стало лицом данной акции. Это все как будто бы на уровне где-то там какого-то, ну, такого минимального уровня развития, знаете, инфузории туфельки. Пацан к успеху шел. Но тем не менее у этих инфузорий есть средства. И поэтому тема приобретает, типа должна была приобрести, но и ее лицом выбрали Стаса Домбровского. Это уже шутка. Короче, все украинские СМИ решают внезапно помочь в обелении репутации наркобарона, которого ищет не только Украина. И вот этот человек становится человеком, благодаря которому, давайте честно, благодаря которому Украина вообще живет еще пока что. Фронтменом данной акции, как я уже и говорил, является 11 лет отсидевший, 7 раз судимый, ВИЧ-позитивный наркет Стас Домбровский. Сейчас проживает сейчас в Швейцарии, потому что он еще не знает, но скорее всего скоро он там не будет проживать. Ну, тихо. Вот, я забыл еще сказать. По всей Украине появляются сетилайты и билборды с пиар-акцией этого проекта наркобарона. «Спіймай барыгу» оно называется. Самое интересное, что я еще раз повторяю, этот Егор Левченко, он юморной человек. Он реально с чувством юмора, потому что один из бордов появляется прямо напротив главного управления национальной полиции Украины в городе Киеве. Под ним каждый день проходят полицейские там, на работу, с работы. Висит вот такой вот борд наркокартеля, на котором QR-код, если пікнеш, то перейдеш на наркета Домбровського. Сотні тисяч киян, які щодня бачать рекламу зухвалої акції, зокрема біля будівлі Нацполіції Києва. Да ладно! Домбровский размещает у себя интервью с Левченко, пиарит его в миллионах своих бессмысленных роликов, его акцию, привлекает известных людей к вылизыванию наркобарона, включая представителей Азова, Могилевскую и так далее. И создается опять-таки впечатление, что есть какая-то параллельная реальность. То есть есть какой-то там маргинализированный какой-то штемп, который где-то в Швейцарии сидит и что-то там рассказывает, да? Он рассказывает про акцию, которая, тем не менее, по идее, охватывает всю Украину. К этому привлекаются, опять-таки, какие-то известные люди, которые сами, ну, они вроде как боятся об этом говорить, но им дают деньги, поэтому они начинают об этом говорить. Они же понимают, что это какая-то сильно грязная тема. Они смотрят на Домбровского, я думаю, от него пахнет. На Домбровского, на этого, и понимают, что это какая-то маргинез полный. Что, ну, это какая-то помойка. Но деньги что платят. Война, время тяжелое. Тем временем на этом всем маргинализированном параллельном уровне, на уровне помойки, Стас Домбровский подключает в тему еще одну звезду интернета, который известен как Андрей Щадила. Вам тоже, возможно, ничего это имя не скажет. Еще раз повторяю, это все параллельная реальность. Вы живете в одной, мы живем в одной. А есть реальность параллельная. Как знаете, сливной поток там где-то идет, как бы запах ощущаешь, но не можешь понять, где он. Он чуть ниже, но он есть. Короче, подключается такой блогер Щадила. Этот Щадила рассказывает, что его Егор привлекает в проект. Ну, скорее всего, проект, который должен пиарить Егора. Интересует история вот этой возни с химпромом, которая у меня началась. Как оно, что? Начнем с самого начала. Начал Стас Домбровский. Я думаю, что это он спецом все-таки затаил злость и сделал так, чтобы столкнуть лбами. Да, привет, Андрюха. Да, здорово, Стас, привет. Да, Егор звонил, говорит, позвони, пожалуйста, сироте, спроси, может ли он сделать рекламу нашей акции. Он мне сказал, что какой-то человек очень серьезный хочет там дать мне работу, очень серьезное предложение, там это. Вышел какой-то со мной на связь, сейчас мы прокрутим, чтобы было слышно. И Егор, как это начинается? Что за Егор? Я вообще не понимал, по сигналу. Андрюх, здорово. Егор от Стаса, удобно, нет? А что ты завтра нам ответы какие-то дашь? У меня вон коллектив говорит, то, что вы вроде по рекламе договорились, они что-то уже оплатили. Может, путают? Ну, может и нет. Но меня интересует все-таки ответ по тому, дабы ты был лицом нашей темы тюремной. Ну, и лицом, и полуведущим, и так далее. Андрюх, я группу сделаю, ладно, с людьми. Не против ты? Админ выйдет на связь, и все замутим. Минут 30, подожди, пожалуйста, если нет, то на завтра. Вот эти групповые звонки, вот Егор Дарк, это он. Заходим, ну тут все удалено, они уже поудаляли, только одно его. Тут мы обсуждали, в принципе, но записи все равно я пооставлял все скрины, все услышите, все разговоры. То есть они начинают говорить, то есть о том, что мне надо сделать, это, ну, и я потихоньку понимаю, в принципе, что тут начинаются потом какие-то розыгрыши, они начинают там, разыграем в лагерях
сделаем конг, затянем людей и розыгрыши наркоты. Все ведется к тому, чтобы перенаправить, ну я так в себе понял, на людей затянуть под видом, понял, арестантской вот этой тематики, на этот форум Даркнета. И чтобы они распространять как-то наркоту там. Вот мы разыграли бабки, сейчас разыграем 300 грамм, прикинь, солей, скажем место, где закладка, и будем так говорить, стоп. Добро. Харьков, они говорили эту мою идею про то, чтобы привлечь, ну, раздел именно уже монетизировать в плане, чтобы они свои эти колл-центры все собрали в кучу. Смотрите, еще у меня было две идеи еще было, которые мне необходимо реализовать. Первое, связанное с этой всей хуйней, которая в запрете. С учетом того, что можно организовать движуху, когда магазины раздают вес каждый день. Вес и веса там сколько раздавалось же в день? Самое больше. Мы раздавали где-то по 100 грамм в день. Ну, 100 грамм в день, 300, кажется. Да. Вначале, да. Представь, 300 грамм в день залетает куда-то на лайв или там. Подождите, 300 грамм в день раздавали, групповые звонки. Егор Левченко пытается привлечь вот этого вот широко известного в узких кругах блогера к наркофоруму, где даже в качестве призов бесплатно раздают наркотики. Это что, реальность? Да, ребята, это реальность. Это реально существует в Украине. Там разыгрываются и раздаются наркотики. И к этому подключают блогеров для того, чтобы вот это вот пиарить. Короче, у Щадила что-то не пошло. Короче, какие-то у них начались мутки-терки с Егором Левченко, известным украинским меценатом. И известный украинский меценат, благодаря которому Украина еще держится, и с которым водят дружбу депутаты из окружения Зеленского, записывают вот такое видео. Выдержки. Ты говноблёд, чего ты скушал? Денег наших, мразь, еб... Верь мне, пидасина, ебаная, можешь бежать. Мусорское к своим ДСРовцам, так далее. И уже писать заявление, мразь. Уже ты пид... Мразь, иди пизд... к мусорам и пиши заявление. Проси защиты, тварь, наркоманка и ебаная хуй двухметровая, которая ровным счетом не значит ни мразь. Что произошло далее с этим Андреем Щадилом, я расскажу в следующих выпусках. Еще раз вам повторяю. У наркокартеля несколько миллиардов долларов. Но ведут свою деятельность вот так вот. Ну, по всей видимости, знаете, как привыкли. Говорят, что люди, которые привыкли жить в грязи, обязательно с собой, когда спать ложатся, кладут старые носки. Чтобы как-то привычнее было, спокойнее, как говорится, знаете. На самом деле я считаю, что ошибка роковая была. Это вот сообщение. Потом объясню как-нибудь. И знаете, сейчас нет времени объяснять. Но товарищ, который отправил это сообщение моим людям, он, наверное, знал, что он делает. Вот. В следующих выпусках вы узнаете больше. И повторюсь, кому-то придется, мне кажется, даже сменить место жительства. Пока.